Королевский проход раньше был путем испытаний. Все желающие вступить в Королевскую гвардию должны были пережить бой с зеркальным рыцарем. Сейчас же рыцарь просто охраняет замок и не дает никому отправиться за королем-беглецом Вендриком. А нам-то надо, так что собираемся на бой. Можно позвать двух фантомов. Знаки призыва находятся прямо возле тумана к боссу. Это Бернхард из Джуго и рыцарь Бойд. Этот босс имеет очень высокие показатели защиты от физической атаки, высокую сопротивляемость к огню и молниям. Поэтому мой огненный меч — это не лучший вариант оружия для этого боя. Но зато босс уязвим к волшебству и порче, так что не все так плохо. Ну а нам можно взять что-нибудь для защиты от молний. Что ж, пошли пройдем испытание на королевского гвардейца. Зеркальный рыцарь — это большая блестящая консервная банка из-под сгущенки. В левой руке необычный зеркальный щит, который невозможно пробить ничем. А в правой руке у него симпатичный меч, который он периодически заряжает молниями. И учитывая, что тут идет дождь, эти молнии будут наносить нам хороший урон. Но все-таки основная его особенность — это щит. Дело в том, что он не просто непробиваемый, он еще и отражает любые летящие в него заклинания. Волшебство, порчу, чудеса. Если это попадает в щит, то красиво отлетает в сторону. Но на самом деле, чтобы добиться такого эффекта, нужно очень постараться и подловить момент, чтобы попасть именно в щит. Кроме случаев, когда босс специально закрывается щитом, большинство наших заклинаний будет успешно достигать цели. А учитывая, что у него большая уязвимость к магии, он будет огребать много урона. У зеркального щита есть еще одно применение. С его помощью босс создает себе фантомов-помощников. Ставит щит, и из него вырывается чувак. Это может быть точная наша копия или копия другого фантома. Пока босс стоит с зеркалом, можно безнаказанно накидать ему пачку урона. Но лучше подготовиться и убить его фантома, как только тот вылезет из зеркала. Потому что вдвоем они, конечно, сразу станут напрягать нашу полоску здоровья. Теперь перейдем к ближнему бою. Уворачиваемся от летящих молний, лечимся и подходим к боссу. Тактика тут простая. Крутимся влево, туда где меч, и стараемся зайти за спину. Лучше даже запрыгивать за спину, потому что рыцарь часто делает широкие взмахи, которые достают в большом радиусе. И желательно не отходить далеко, чтобы он не начал прыгать. От прыжка довольно легко увернуться назад или в сторону, а можно попытаться проскочить под ним, но не всегда получается. Вблизи босс обычно проводит серию ударов, и пока он ее не закончит, нужно уворачиваться. Если не сильно бояться его молний, то можно дамажить его, пока он зачаровывает меч. Стоя со стороны его правой булки, есть даже вероятность, что он промахнется, и мы втащим ему хорошую серию пинков. Для ближнего боя все-таки нужен другой меч, например, магический. Этим я буду долго его пилить, поэтому снова переключусь на магию. Если не наглеть и не пропускать его прыжки и выпады, то бой можно сделать очень быстро. За одну битву босс может несколько раз призвать фантома. Где-то на 20% своей жизни он призовет еще одного. И сейчас мы провернем один трюк с фантомом. Берем мощное заклинание, копье души. Становимся так, чтобы босс оказался с фантомом на одной линии. И когда он появляется, стреляем. В итоге, если босс не подкачает с зеркалом, фантом получает двойное попадание. И тут же складывается от такого урона. Пожалуй, на этом можно добивать рыцаря. Вот это самая удобная его серия ударов. Сверху вниз и выпад. От нее просто увернуться и провести хорошую ответную серию. От молний, конечно, лучше отходить подальше. И добиваем магию. Ну вот и все. Победа. Душа зеркального рыцаря отправляется в инвентарь. В новой игре плюс дадут еще и колечко стальной защиты плюс 2. Большое тяжелое кольцо, которое повышает защиту на 100 единиц.
Это, конечно, для танков. Душа Зеркального Рыцаря обменивается у Орнифекс на щит Королевское Зеркало. Он тоже может отражать заклинания, но отражения не будут наносить урон. И сам щит уже будет пробиваемым, даже для физической атаки. Второй вариант обмена – это двуручный меч с шипами, который дополнительно бьет электричеством, а при сильном ударе заряжается и выстреливает молнией. После победы мы также можем купить у Маглина сет Зеркального Рыцаря и отсвечивать полированными боками в этом темном мире. Дальше мы идем на эту террасу. Тут можно собрать еще подарки и потом спускаемся вниз на лифте. Внизу нас ждет большая и сложная локация Храм Аманы. Она заполнена водой, в которой под пение Мильфанито спят опасные твари. Храм Аманы был приспособлен, чтобы сдерживать ужасного демона. Но потом пришло проклятие нежити, весь персонал храма сошел с ума и нападает на путников. А демон песни вырвался на свободу, и нам придется победить его, чтобы пройти.